Приветствую вас, коллеги! Сегодня мы поговорим о машинах, которых вы не встретите на светофоре. Представьте себе монстра весом более 600 тонн. Рядом с ним обычный грузовик кажется просто детской пластиковой игрушкой. Его колеса выше вас 2,5 раза, а в кузов поместится пассажирский Boeing 747 со всем его багажом и пассажирами. Этот зверь сжирает 400 литров топлива за 1 час своей работы и стоит больше 5 миллионов долларов. Но самое потрясающее здесь не размер. Самое потрясающее это то, с чего начинается жизнь этого Левиафана. Многие думают, что такие махины куются в каких-то обычных цехах. Ошибка! Настоящее рождение происходит в абсолютной тишине за экраном компьютера. Инженеры создают трехмерную модель и пытают ее виртуально. Тысячи часов расчетов. Машина еще не существует в металле, а ее уже бьют виртуальной породой, замораживают до -40 и нагревают до +50. Мы должны знать, как поведет себя каждый болтик на крутом подъеме карьера. И только когда математика скажет «все, безупречно», мы обращаемся к реальному миру. Но для этого монстрам нужна совершенно особенная кожа. Обычное железо здесь порвется как бумага в первый же день. На завод завозят листы высокопрочной легированной стали толщиной до 100 мм. Понимаете? 10 сантиметров сплошного непробиваемого металла, способного выдержать ударную нагрузку в сотни тонн, падающей с неба скальной породы. Элементы ходовой части проходят еще и дополнительную закалку, чтобы стать тверже гранита. Металл закуплен, чертежи утверждены, лежат горы брони, но возникает серьезнейшая инженерная проблема. Как и чем раскроить сталь такой толщины с миллиметровой точностью? Никакие пилы, гильотины здесь не справятся. В дело вступают автоматизированные станки с ЧПУ. Мы режем эту 100-миллиметровую броню плазмой. Температура струи достигает 20 тысяч градусов по Цельсию. Эта плазма мгновенно испаряет металл, оставляя идеальный срез с точностью до десятых долей миллиметра. Ошибешься на миллиметр сейчас, и потом раму весом в сотни тонн перекосит так, что машину можно будет списывать сразу. Детали нарезаны идеально. Но теперь нам нужно заставить эту прямую 100-миллиметровую броню согнуться. Укрощение непокорного металла. Попробуйте согнуть лом руками. А теперь представьте, что вам нужно согнуть цельную бронеплиту. Детали отправляются под гигантские гидравлические прессы. Они давят на металл с усилием в 1000 тонн. То, что казалось монолитным и непоколебимым, под этим первобытным давлением стонет и плавно деформируется, принимая форму будущих ребер жесткости и элементов машины. Металл покорен. Каждая деталь получает уникальный цифровой код и отправляется дальше. Есть у инженеров сотни идеальных кусков головоломки, и теперь начинается самый ответственный этап. Нужно сшить этот скелет воедино. Добро пожаловать в сборочный цех. Здесь из разрозненных стальных элементов рождается единая монолитная конструкция. Основа всего самосвала. Детали помещают в гигантские кондукторы, которые намертво их фиксируют в пространстве. Сначала рабочие ставят прихватки, сваркой и короткие швы, чтобы скелет просто держал форму. Это похоже на то, как хирург наметывает нить перед главной операцией. Если нужно надежно зажать болтовые соединения, используется инструмент компании Berger, созданный специально для работы с грузовой и тяжелой техникой. Если хотите себе такой же инструмент, ссылка будет в описании. Переходи. Итак, каркас собран, он огромен, но он еще критически хрупкий. Человеку сделать идеальный многометровый шов на такой толщине почти невозможно, поэтому в игру вступают они. Роботизированные сварочные манипуляторы. Они не устают, у них не дрожит рука, они движутся с математической точностью, оставляя длинные, глубокие и абсолютно непрерывные швы, сплавляя детали просто намертво. Но роботы не боги.
В самых труднодоступных местах узлов рамы, куда машина просто не пролезает, работают люди. Элита профессии – высококвалифицированные сварщики. На сварку одной рамы уходят недели безостановочной работы. Шов выглядит блестяще снаружи. Но знаете, в чем главная подлость металла? Самая страшная опасность всегда скрывается где? Все правильно, внутри. Микроскопическая, невидимая глазу пора или скрытая трещина внутри этого красивого шва, и под нагрузкой в карьере рама просто лопнет пополам. Поэтому каждый миллиметр шва просвечивают ультразвуком и рентгеном. Инженеры буквально смотрят сквозь сталь, чтобы убедиться, структура идеальна, монолитна и без единого изъяна. Скелет прошел проверку на прочность. Он идеален, но сейчас он покрыт окалиной, следами сварки, уязвим для коррозии. Если оставить его так, карьер сожрет его буквально за несколько месяцев, а может быть за год. Раме нужно принять жесткий душ. Раму загоняют в закрытую камеру и начинают расстреливать металлической дробью. Высокоскоростная дробеструйная обработка. Шарики под бешеным давлением выбивают с поверхности всю ржавчину, окалину и микроскопические неровности от сварки. Металл становится чистым и немного шероховатым. Эта шероховатость нам и нужна. Поверхность готова, и теперь мы наносим первый критически важный слой защиты, который определит, сколько десятилетий проживет эта машина под открытым небом. На очищенную раму распыляют цинковый грунт. Он буквально въедается в каждый микрорельеф металла, создавая непробиваемый барьер от коррозии на десятки лет вперед. И только после этого наносится знаменитый верхний слой. Тот самый желтый цвет, фирменный маркер тяжелой техники, который видно сквозь любой туман, пыль и снег. Наш скелет одет и защищен, но это просто кусок красивого металла. Чтобы эта гора железа ожила, ей нужно сердце. Сердце таких размеров, что в него просто трудно поверить. Пока рама красилась, в соседнем цеху собирали это. Дизельный двигатель рабочим объемом больше 78 литров. Он выдает свыше 4000 лошадиных сил. Один только этот агрегат весит несколько десятков тонн. Как танк времен Второй мировой войны. Это произведение инженерного искусства разрабатывалось годами, чтобы молотить сутками без остановки. Рядом уже ждут своего часа трансмиссия и электрогенераторы. Но поднять 350 тонн породы одной только силой мотора невозможно. Нам нужна система, которая бросает вызов законам физики. Да, я говорю о гидравлике. Цилиндры, которые будут поднимать кузов с рудой, проходят испытания под давлением, превышающим атмосферное в сотни раз. Трубки, насосы и поршни должны работать абсолютно синхронно, превращая жидкость в непреодолимую механическую силу. Если здесь сорвет шланг, последствия будут просто катастрофическими. Все узлы, двигатель, рама, гидравлика проверены порознь. Наступает самый зрелищный момент на заводе. Нам предстоит ювелирно скрестить эти многотонные куски металла и узлов воедино. Итак, мы в сборочном гигантском цехе. Раму поднимают мостовыми кранами, и теперь задержите дыхание. Сердце машины весом в десятки тонн нужно опустить центральную часть рамы с миллиметровой точностью. Одно неверное движение крановщика и дорогущий агрегат просто всмятку. Двигатель сажают на место, крепят высокопрочными болтами с помощью ключей компании Бергер. Далее подключают системы охлаждения, топливные магистрали, дизель на месте. Но тут я открою вам главный секрет современных карьерных самосвалов. Дизельный двигатель вообще не крутит колеса. Вы не ослышались.
Передать такой сумасшедший крутящий момент через длинные стальные валы и коробки передач без потери поломок нереально, поэтому машина работает по дизель-электрической схеме. Дизель крутит огромный генератор, генератор вырабатывает ток, а этот ток по кабелям идет прямо в электромоторы, которые встроены прямо в ступицы колес. Никаких карданов, никаких мостов, чистая мгновенная передача энергии. Генераторы и моторы установлены. Осталось обуть эту машину, и поверьте, это не шиномонтаж вашего дома. К самосвалу подкатывают колеса, каждая высотой более 4 метров и весом около 5 тонн. Одно такое колесико стоит как новенький премиальный внедорожник из салона. Чтобы просто поменять пробитое колесо в карьере, требуется отдельная спецтехника и целый рабочий день бригады механиков. Ладно, колеса прикручены, монстр обрел опору. Остался последний крупный элемент, то, ради чего, собственно, и создавалась вся эта невероятная конструкция. В последнюю очередь на раму опускается кузов. Это гигантская стальная чаша объемом свыше 350 кубических метров. Представьте себе бассейн приличных размеров. Вот столько породы он берет за один разок. Кузов сажают на мощные гидравлические цилиндры и фиксируют на массивных шарнирах. Самосвал собран, он полностью готов. Он стоит в цеху, сверкая свежей краской. Но пока это лишь мертвая гора металла. Наступает момент истины. Инженеры поднимаются в кабину, чтобы нажать кнопку пуска. Запуск. И по всему огромному цеху разносится низкий животный рев 78-литрового дизеля. Машина ожила. Инженеры неотрывно смотрят в мониторы, давление в гидравлике в норме, температура жидкости стабильна, ток от генераторов идет штатно. Огромный стальной организм работает как часы. Монстр выезжает из ворот цеха. Но отдавать его заказчику еще нельзя. Прежде чем эта машина отправится в карьер, мы должны подвергнуть ее последнему, безжалостному испытанию. Машину уводят на испытательный полигон. Инженеры заставляют ее двигаться, экстренно тормозить и маневрировать. Кузов то поднимается, то опускается. Каждая электрическая цепь, каждый датчик безопасности подвергается реальным нагрузкам. Эта громадина должна слушаться руля не хуже легковой машины. Все системы подтверждают, все в норме. Самосвал получает заводскую маркировку, его моют до блеска, и вот тут возникает забавная логическая проблема. Как доставить 600-тонный дом на колесах заказчику, если он не поместится ни на одну дорогу? Отправить его целиком просто невозможно. Инженеры делают то, что кажется абсурдом. Они берут эту только что собранную, идеально работающую машину и снова разбирают ее на крупные модули. Рама, кузов, двигатель, колеса грузятся на специальные сверхмощные трейлеры в сопровождении полиции. Этот караван будет неделями ползти к месту работы, на горно-обогатительный комбинат. И уже там, на краю гигантского карьера, в полевых условиях, бригады сборщиков повторят весь этот процесс заново, чтобы эта машина сделала то, ради чего она родилась. Спустя месяцы напряженной работы тысяч людей, от компьютерных моделей до финальной сборки в пыли, этот 600-тонный титан выезжает на смену. Он будет работать 24/7 десятилетиями в экстремальных температурах, окупая каждый вложенный в него доллар. Это не просто транспортный механизм, это живое рычащее воплощение гения инженерной мысли, которое в одиночку двигает мировую промышленность. Вот так создаются величайшие машины на Земле. У меня там все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, переходите на Boosty. Всем добра. Пока-пока.